Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо, и у нас очередной гаражный рабочий день. А за окном сегодня светит по-весеннему теплое солнышко, температура воздуха плюс 3 градуса, сугробы тают, по дорогам бегут ручьи, и все просто кричит о том, что вот-вот наступит весна, а значит пора активизировать свои усилия по сборке основного ураловского двигателя. Ведь впереди у нас еще капиталка коробки, и по самому мотоциклу работы еще очень много. Давайте сейчас быстренько посмотрим, что же изменилось в состоянии двигателя за последние несколько дней. Как видите, свое место заняли цилиндры диаметром 79 мм, поршни Алмот и поршневые кольца Кальбеншмидт. Все это уже работало на данном двигателе, и для того, чтобы узнать фактическую величину износа за 25 тысяч километров пробега, пришлось поршневую разобрать, детали измерить и снова собрать. И здесь, пожалуй, кроется один неприятный недостаток. Дело в том, что как ни старайся, а установить поршневые кольца в те же самые положения не получится. А значит, они будут стоять с каким-то смещением, и сейчас им придется по новой прирабатываться к гильзе цилиндра. Естественно, это снизит ресурс поршневой, но это то зло, на которое пришлось пойти, чтобы все-таки узнать, в каком же они состоянии. Из новых деталей в поршневой появились пальцы от автомобиля Kia. Пальцы очень качественно обработанные, хорошие, и, надеюсь, ресурс их будет значительно выше, чем у стандартных. Также я установил шестерни ГРМ и закрыл их передней крышкой двигателя с сальником распредвала Картека и масляным фильтром HF895. Золотник сапуна не ставил, как вы помните, в прошлом году я от него отказался в пользу внешнего клапана вентиляции картера. Ну и еще одна новая для этого двигателя деталь – увеличенный алюминиевый поддон. Он практически в 4 раза глубже стальной штамповки или в 2 раза глубже стандартного алюминиевого ураловского поддона. Вот и посмотрим, как его установка отразится на рабочей температуре масла и самого двигателя. Ну и теперь можем приступать к продолжению сборки движка из хлама. Я ведь уверен, что многие ждут его запуска так же, как и я. На сегодня план такой. Установим переднюю крышку вместе с сапуном, генератор, сцепление, маслонасос и поддон. Передних крышки двигателя у меня оказалось 2. Это стояло на двигателе при покупке и, на удивление, находится в очень неплохом состоянии. Даже посадка сапуна здесь практически не разбита, есть только небольшой, еле ощутимый тепловой зазорчик. А эта крышка лежала в груди металлолома. Чистая, красивая, однако посадка сапуна здесь убита полностью. Зазор, наверное, миллиметров 5. Такое ощущение, что крышку готовили к установке бронзовой втулки под сапун, но потом что-то пошло не так и втулку сюда не поставили. Либо она работала с самодельным сапуном увеличенного диаметра. Однако такого сапуна у меня нет. Вот эту крышку мы на двигатель ставить и будем. А в комплект к ней возьмем изношенный сапун с 2 пропилами. Звук при работе будет просто фантастический. Ведь сапун у нас будет болтаться и в крышке, и на распредвале. Ставить крышку мы будем на герметик. Еще раз извиняюсь, красного я не нашел. Есть серый, но тоже Абра, фирма-производитель та же, так что не переживайте за качество. Намазываем хорошим слоем поверхности. Не забываем, что внизу картера у нас есть 2 отверстия для подвода масла к фильтру и для отвода масла от фильтра. Стараемся их, конечно, герметиком не законопатить. Но если законопатите, ничего страшного, их потом можно со стороны фильтра аккуратно пробить. Хотя куда пойдут ошметки этого герметика, большой вопрос. Могут где-нибудь забить масляный канал.
Герметик нанесли, золотник сапуна на месте. Аккуратно устанавливаем крышку. Кстати, очень удачно в ней уже оказался установлен сальник. Стандартный ураловский сальник распредвала. Немножко он задубел, так что даже не лезет на распредвал. Но у нас получилось. Можем фиксировать винтами. Кстати, не знаю каким образом, но 2 винта, фиксирующих крышку, у меня куда-то пропали. Поэтому не все винты я буду закручивать, а только особенно важные. То есть нижние. Масло ведь у нас все снизу. А 2 винта промежуточных посередине можем пропустить. Ну вот, крышка обжата, со всех сторон выдавила герметик, и теперь самое время почистить масляные каналы. Возьмем для этого обычный провод и вставим сначала в один канал, как можно глубже, и там пошерудим, и во второй канал, точно так же. Теперь можно быть уверенным, что по этим каналам масло пройдет. И можем приступать к установке фильтра. А фильтр я буду ставить хороший, качественный, проверенный HF895. В этом фильтре я уверен на все 100%. Ведь именно на нем мы съездили на Байкал и в Монголию. Одеваем на крышку и закручиваем. Посмотрим, в каком состоянии находится маслонасос. И даже не разбирая его, видим гигантский люфт ведущей шестерни в корпусе. Пожалуй, стоит взглянуть на это изнутри. Нижняя пластина маслонасоса имеет небольшую выработку и очень большие глубокие раковины ржавчины. Видимо, в маслосистему когда-то попала вода, и двигатель после этого стоял. Вот ее так и поело. Ну и на шестернях видим серьезный люфт, как ведущей шестерни в корпусе, так и между зубьями шестеренки. Естественно, все это будет приводить к серьезным потерям давления. А внутри отверстий шестеренок все забито каким-то странным волокнистым мусором. Кошмар. Соберем маслонасос. Оденем на него старую прокладку и установим в двигатель с надеждой, что хоть какое-то давление масла он нам обеспечить сможет. Не забываем установить защитную сетку, которая не позволит попасть в маслосистему двигателя крупному мусору, например, осколкам поршневых колец. Фиксируем ее на маслонасосе с помощью проволочной шплинтовки. После чего на поверхность стыковки с поддоном нанесем слой герметика. Здесь никаких маслоканалов нет, поэтому можно совершенно герметик не жалеть. Слой должен быть хороший и надежно удерживать масло. Ну а поддон я буду использовать самый простой, классический стальной штампованный. С ним объем масла в двигателе самый маленький, поэтому расход масла на этот движок будет совсем незначительным. Наживляем и обжимаем крепежные болты. Ускорим немного процесс.
Ну а поскольку поддон у нас кривой как сабля, то сэкономить на крепеже здесь снова не получилось. Мало того, не помешает еще и пройтись по стыку герметиком. Мы же не хотим, чтобы из этого двигателя сочилось масло. Отлично. От поддона давайте перейдем к верхней части двигателя, где у нас ожидает установки шестерня привода маслонасоса. Ее крышку мы посадим на герметик. И установим генератор. Кстати, генератор у нас тоже классный. Послушайте внимательно. Я даже не буду разбираться, что там болтается, потому что сейчас генератор нам нужен не для вырабатывания электричества, а для того, чтобы дырку закрыть, чтобы масло отсюда не летело. Его, кстати, мы тоже посадим на герметик. Устанавливаем. Подкладываем шайбы. Наживляем гайки. И чуть не дожав до конца, регулируем зазор в зацеплении шестерен. На глаз. Как-нибудь так. Также можем вкрутить на место щуп, просто для того, чтобы не потерялся в гараже. И осталась у нас на сегодня еще одна задача – собрать сцепление. Одна из пружин сцепления при разборке имела несколько странный вид. Она, конечно, полностью отвечает концепции сборки этого двигателя, однако работать, думаю, не будет, поэтому мы ее заменим. Устанавливаем 6 пружин сцепления. Пальцев в маховике, как вы помните, у меня всего 5, один из них выбит, но, думаю, и 5 пальцев будет достаточно, чтобы удерживать диски. Выжимной диск, нижний, металлический, от моего Урала. У него разбитые овальные отверстия. Это будет специально для звуковой индикации выжима сцепления. Выжал, услышал, как оно загрохотало, значит, выжалось. Фрикционный диск. Это просто антиквариат. Нашел у себя в завалах, весь промасленный, с толстыми накладками на бронзовых или медных заклепках. Просто шикарная вещь. Промежуточный диск тоже разбитый. По-моему, не от моего Урала, уж слишком он здесь ржавый. Мой был почище, однако отверстия, как видите, тоже разбитые и овальные. Старательно прицеливаемся. Вроде попали. Второй фрикционный диск имеет толщину накладок всего 3 мм. И обратите внимание на заклепки. Здесь есть и винты под плоский шлиц, и под крестовую отвертку, и с обратной стороны все разбито, расклепано. Где-то я даже видел трещину на материале самого диска. Так что подойдет. Ну и третий стальной диск, который собирает весь этот наш бутерброд. От этого двигателя к нему были приварены сваркой винты сцепления. Поэтому он такой ободранный и имеет некоторые потертости. И винты я буду ставить те самые, которые к нему были приварены. А теперь нам надо все это собрать, причем так концептуально, без всяких тут прижимов. Для этого надо хорошенько прицелиться, чтобы отверстия дисков совпали с пальцами.
и надавить. В детстве это делалось как-то так. Ну вот, одна сторона попала. И со второй стороны зацепились. Остается только зажать остальные винты. Зажали насколько смогли от руки и финализируем затяжку винтов с помощью ударно-поворотной отвертки хотя бы на четверть оборота. Вот теперь держаться будет надежно. Казалось бы, все готово, однако нет. Дело в том, что когда мы ужимали диски сцепления, фрикционные диски относительно друг друга сместились, и теперь при установке коробки первичный вал не войдет в шлицы обоих дисков, войдет только в первый. Коробку поставить мы не сможем. Есть два варианта выхода из этого положения. Либо вооружиться отверткой и стараться как-то поправить положение дисков. Это будет долго, вдумчиво и мучительно, но может в конце концов получиться. Либо отжать все винты сцепления и использовать при сборке первичный вал коробки как шаблон. Сразу вставляем его в два диска и затягиваем сцепление, не позволяя фрикционным дискам относительно друг друга смещаться. Ну, я все-таки помучаюсь, потому что откручивать винты мне уже лень. Некоторое время на это, конечно, ушло, но результата я добился. Первичный вал входит теперь в шлицы легко, свободно и до конца. А в целом по двигателю осталось не так уж много работы. Установить головки, зажигание и карбюраторы. Давайте в следующей серии постараемся с этой работой закончить, после чего сможем перейти к самому интересному, к запуску этого двигателя. Кстати, по результатам соцопроса ВКонтакте 95% уверены, что он заведется. Ну а на сегодня у меня все. Всем спасибо, что смотрели. Всем счастливо. Всем пока.